Вы после войны попали в прокуратуру, да? Да, я там закончил, сначала кадров не хватало, и были организованы так называемые ускоренные выпуски. Значит, при каждом юридическом институте создавались юридические школы, двухлетние. И там, значит, готовили эти кадры, а преимущественно, значит, вот набирали из этих из инвалидов и участников войны, чтобы они приобрели гражданскую специальность. Вот. И через 2 года выпускали на должность следователей, помощников прокурора. Но через год работы я был уже прокурором района. В 59 году какая должность была? В 59 году, дай бог памяти, я тогда, по-моему, был заместителем начальника следственного отдела области Свердловской. И вот как раз события, которые муссируются долгое время в печати, по радио, это история с туристами. Вот как раз в то время я был заместителем начальника следственного отдела и хорошо знаком со всей этой историей. А как дело к вам попало? Вам поручили им заниматься? Ко мне попало? Да. Я был заместителем начальника следственного отдела области. Значит, по долгу службы у нас с начальником были распределены обязанности, и я получил, значит, такой участок работы. Руководство следователя по внутренним делам и всем аппаратам районных и городских прокуратур. Вот моя обязанность была. То есть следственная работа вся была сконцентрирована у меня, в моих руках, по существу. А Иванов вам подчинялся, да? А Иванов, ну как сказать, это я был заместителем начальника следственного отдела, он был криминалистом отдела. Ну, как работник аппарата, он в какой-то степени он был, конечно, мне подчинен. Но там обязанности с начальником следственного отдела у нас были распределены. Ну и он, да, подчинен был, Иванов. Понятно. Скажите, пожалуйста, как получилось, вы помните тот день, может быть, те обстоятельства, когда непосредственно вам и Иванову поручили вести дело о гибели туристов, и как это произошло? Кто давал это поручение? Дай бог памяти. Дело в том, что по распределению обязанностей между начальником следственного отдела и моими, значит, вот мои, так сказать, должностными обязанностями, на меня возлагалось руководство вот, работы криминалиста. А Иванов тогда работал у нас прокурором-криминалистом. Ну и когда получили расследовать это дело в отношении того, что вас интересует, ну, получилось так, что поскольку он у меня в подчинении работал, то все сосредоточилось на мне. В том числе все эти вопросы сложные, разные, решали мы вместе с Ивановым. Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, на тот момент дело резонансное было, то есть многие были вовлечены в эту историю? Это особое, так сказать, дело было. Сначала, после выезда на место происшествия, ну, это было для нас, так сказать, рутинная работа. А после возвращения из Краснотуринска в Свердловск, я помню, что приехал товарищ из прокуратуры Союза, и дело, собственно, нас взяли. И
И сказали, что меньше всего разговора об этом деле. Взял, я помню, что товарищ, я не помню сейчас его фамилия, где-то у меня записано было. Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вы на место происшествия выезжали туда, на перевал? По этому делу? Да. Ну, как сказать, я выезжал, когда узнал, мне позвонили. Я помню, что прокурор Вешена Туринской или Краснотуринской, я уже сейчас не помню, кто-то из них позвонил. И я выезжал на место. Когда, вот на тот момент, когда вы приезжали на место, когда были обнаружены первые тела, появилось, насколько я знаю, несколько версий их гибели, я правильно понимаю? Да. Следствие рассматривало несколько версий? Да. Но вначале, говорят, были подозрения, что их убили Манси. Это была одна из версий, но она сразу была отметена, потому что когда начали интересоваться обычаями местного населения, народность Манси, то у них жизнь человека была, ну, как не могли они убить человека, потому что это было запрещено их верой и обычаями, запрещено было покушаться на человека. Потому что они жили в таких условиях, когда опасность была со стороны зверей, допустим, медведей, там, волков, но человек в их как раз связан был с, уж так говорить, так они человека, европейского, особенно европейцы, старались не отпускать, держать у себя, потому что якобы по их там поверью и обычаю присутствие человека европейской, значит, вот, личности или обличия сулило сюда удачу, охоту на охоте и так далее, и так далее. Версия Манси отпала. Да. Но когда стали проверять это версию Манси, сразу отпало, как только мы стали интересоваться обычаями, значит, вот, склонны ли они к убийству. И оказывается, жизнь человека для них была священного. Они никогда никого в мыслях не допускали, что можно убить было человека. Со стороны местных властей того времени, обкома партии, был какой-то контроль за этим делом? Контроль. Все тогда, как под Богом, ходили под партийным контролем. И вы знаете, беспартийный не мог быть прокурором района, допустим, даже. Понятно. Потому что это обычный член райкома партии. Один из таких проводников, что ли, советской власти на места. Ну а конкретно вот по этому делу кто контролировал? Вас вызывали в обком на доклады? Нет, тут получилось таким образом, что когда я собирался выехать туда на место, позвонили из Генеральной прокуратуры и сказали, что к вам срочно выезжает или вылетает, вернее, наш работник, и повремените с выездом на место. И так я, значит, выполнил это указание, и мы выехали туда уже спустя, после происшествия, может, 3-4 дня. Что-нибудь, вы скажите, на тот момент у вас и у Иванова, вы же постоянно обсуждали, наверное, какие-то детали этого расследования. У вас что-то вызывало вопросы, подозрения тогда уже? А вы знаете, когда начинаешь расследование, обычно 2-3 версии обязательно присутствуют. И из них, значит, вот подбираются такие доказательства, которые подтверждают ту или иную версию.
и начинается работа уже тогда по проверке всех версий, но главное внимание сосредоточить на той, которая, значит, наиболее вероятная. Какая наиболее вероятная версия была, на ваш взгляд, тогда? Ну, проверялось, там же, вы знаете, такое место было связано, что версии были такие, не было ли там, не было ни жертвами зверей, вот, дальше местного населения, в смысле манси, народности, да. Ну и третья была версия в отношении возможности несчастного случая. Вот эти три версии находились в работе, проверялись. Скажите, а почему тогда так много разговоров и всяких свидетельств о том, что проверяли на радиоактивности местности, людей, и вообще тема радиоактивности как-то там сразу возникла? А это, вообще-то, вы понимаете, как получилось? Ну, были большие сложности в отношении поиска пострадавших, потому что там не один человек пострадал. Вот, я тогда связался с командиром конвойного полка и попросил помощи солдат, чтобы он выделил. Он, значит, там поручил одному офицеру, тот собрал команду, и вот они приняли участие в осмотре места происшествия, потому что там, во-первых, обширность территории, ну, а во-вторых, не один же человек погиб. Надо было отыскать всех потерпевших, пострадавших от этого, а потом уже начинать строить там версии и так далее. Вот тогда, значит, выделили, я помню, мне солдат, и вот криминалист Иванов получил в свое распоряжение целую команду солдатскую, и он выезжал на место происшествия. А я выехал уже позднее, когда он там осмотрел, и у него создалось определенное впечатление, в каком направлении вести следствие. А какое впечатление у него создалось тогда? Ну, версий было несколько. В том числе и, значит, ну, вы, наверное, знаете, что палатка была разрезана. Паника. Все версии в отношении паники, ну, в отношении зверей и так далее, отпали они сразу, когда мы выехали, потому что никаких следов не было нападения зверей. Ну и потом там, как местное население говорят, звери в этом районе вообще не показываются, потому что там какие-то природные условия такие свирепые были. Гряда горная, и она сильным ветром обдувается. Поэтому звери обычно избегают таких мест. Но это версия в отношении зверей в связи с этим отпала. И тогда осталось две версии. Значит, нападение или кого-то из местных населения, или там же много заключенных, вернее, не заключенных, а лагерей были. И стали работать, не было ли побегов в этот. Потому что заключенные были заинтересованы всегда в том, чтобы, во-первых, переодеться, чтобы потому что население по арестантской одежде всегда укажет потом, или с опаской будут принимать этих бегунов. Вот такая версия была.
Но она отпала, поскольку ничем не подтверждалась. Но в отношении нападения зверей тоже отпала версия, сама собой, потому что никаких следов нападения зверей не было. Тогда осталась одна паника, вызванная чем-то, потому что там развязана палатка. Дальше видно, что побежали в разные стороны. Ну, можно подумать, что если кто там из новичков испугался чего-то, побежал, так меньше всего можно было подозревать в этой версии руководителей их. Потому что этот человек, который уже знаком со всеми, так сказать, случайностями возможными. Евгений Федорович, такой вопрос. Насколько известно, вы тогда запрашивали радиоактивную экспертизу, правильно, да? Да. В связи с чем у нас потом отобрали это дело и сказали, что меньше разговоров вокруг него должно быть. И скажите, что это был несчастный случай. И я помню, меня называли фашистом только потому, что я родственникам начал объяснять, что это мог быть несчастный случай, так как мне было приказано этим товарищам из Москвы, из прокуратуры генеральной, что это был несчастный случай, что никаких разговоров о каком-то убийстве не может быть. Ну, и мне приходилось изворачиваться. Что говорить? Рассказывать басни родственникам, потому что для меня было и для других оперативных работников известно о том, что это произошло. Ну, и как только мы запросили через генерального прокурора возможность в отношении радиоактивных веществ и так далее, у нас отобрали дело, увезли и сказали, что никаких разговоров не может быть. А родственникам объясните, что это был просто ординарный несчастный случай. Я правильно понимаю, что уже тогда и вы, и Иванов, и другие ваши коллеги понимали, что причиной могло стать какое-то военное происшествие? Это была одна из версий, которая выдвинута сразу была. Почему? Потому что, во-первых, это безлюдное место, и там только могли быть действительно люди, которые или же получили задание, или же это вот военнослужащие из ближайших, допустим, частей военных. Вот такие две версии отрабатывались, и они в какой-то степени подтвердились о том, что действительно могло быть так. Но в связи с тем, что нас отобрали дело сразу, и сказали, что никаких разговоров не должно быть, а родственникам что-то надо объяснить, что это был просто ординарный несчастный случай. Они оказались в таких случаях, в этом случае просто жертвами природной стихии. Вот так. Но это же была неправда. Это была неправда, конечно. А вы знаете, как, сколько случаев в практике каждого следователя было, что он вынужден по долгу службы скрывать настоящие обстоятельства преступления, пока не будет ясности, во-первых, а во-вторых, некоторые преступления прямо связаны с военной тайной или с секретами с кем-то. Ну, скажите, вы тогда, в 1959 году, уже на момент, когда к вам поступили указания сворачивать дело, вы с Ивановым понимали, что вы столкнулись с военной тайной какой-то? Ну, как это сказать, мы сами были инициаторами этой версии. И когда запросили Москву в отношении того, что вот не было ли вот таких-то вещей, связанных, допустим, с ракетной техникой или с испытанием нового оружия и так далее,
У нас сразу отобрали дело и сказали, что никаких разговоров, объяснять всем, что это был несчастный случай и так далее. И вы родственникам говорили неправду? Да, конечно. Как они реагировали, когда вы им это говорили? Меня, например, назвали фашистом. Кто? Одна из матерей, по-моему, погибших. Не помните, чья мама? Не помню. Потому что тогда такое было, ну, знаете, когда родственники приходят в слезах, с жалобами, приходится им, допустим, какую-нибудь легенду сообщать вместо правды. Это очень тяжело. Очень. Каждый исследователь в свое время, когда сталкивался с этими, и когда начинаешь объяснять человеку явную неправду, и внутренне ты тоже, протест такой-то, это очень трудно. Понимаю. И неубедительно, наверное, звучит, когда этот рассказ начинаешь воспроизводить с чьих-то слов, утверждаешь, что это было, допустим, так-то, когда тебе известно, что это было далеко не так. Вот смотрите, в постановлении о прекращении уголовного дела есть четкая формулировка: вывод следствия: погибли от обстоятельств непреодолимой силы. Кто придумал эту формулировку, вот именно такую? Кто этот придумал? Вы, Иванов или вместе? Как? Мы с Ивановым начали значит, обсуждать, на каком основании была команда, причем областной комитет партии вмешался тут. А оказывается, они связывались с Москвой по этому конкретному делу. И им подсказали оттуда о том, что вот так надо вести себя. И вызывали, значит, начальника следственного отдела и криминалиста в обком партии. И там они получили инструкции. Я участие уже не принимал, или в командировке был, в общем-то. Я помню, что я появился на работе, и мне вот посвятили это, потому что такая версия должна быть. Ну, постановление вы подписали. Я, потому что по должности я был заместителем начальника следственного отдела. А руководство следователей по женщинным делам, в том числе и криминалистам, было возложено на меня. Понятно. В общем, весь следственный аппарат. А начальник отдела общее руководство, но он больше мотался так между облсполкомом, обкомом, и редко его даже на месте застанешь. Это полусоветская работа, руководителя следствия. Но зато все команды мы получали от него, уже знали о том, что, значит, ветер подул в такую-то сторону. КГБ параллельно с вами занимались этим делом? Как это сказать, я прямо определенно не могу сказать, потому что это не моя сфера деятельности. Вот. Но насколько я знаю их работу, их работа меня интересовала поскольку, значит, я был знаком с правилами оперативной деятельности. Их. Каждое вот такое дело, которое их в какой-то степени интересовало, они всегда имели все сведения о нем. Или из моих рук, или докладывалось прокурор области, а он что-то докладывал или информировал кого-то из этих. Но их сотрудники лично вам не звонили, не встречались с вами? Родственные такие, значит, вот у них тоже следственное отдел был. Конечно, встречались и обсуждали некоторые дела совместно. Но это дело обсуждали? Ну, может быть, вы приватно с кем-то разговаривали из их сотрудников об этом? Мне кажется, что если обсуждали, то на уровне прокурора области.
или начальника нашего отдела, но я не был посвящен в это. Было ли вот в ходе этих обсуждений люди признавались, ну, приватно, естественно, друг другу, что все понимают, что правда закрыта в этой истории? Ну, обком партии активное участие принимал. И там, по-моему, приезжал кто-то из ЦК, или они связаны по телефону были, но, во всяком случае, нет, по-моему, приезжал кто-то. Вот. Шелепин тогда был главой КГБ, помните? Александр Николаевич Шелепин. Ну да. Да, вы помните, как вы думаете, он был в курсе этого дела? Конечно, безусловно. О всех этих делах, в первую очередь, им известно становится. Скажите, пожалуйста, тот факт, что после окончания, вскоре после завершения этого дела, закрытия, Иванова отправляют в Казахстан, а вас отправили сюда, это как-то связано с этим делом? Ну, вот я не знаю, насколько связаны были дела, потому что ведь я получил сюда назначение по распоряжению генерального прокурора. Вскоре после окончания этого Кто дела? был инициатором этого передвижения, я не знаю. Но я сюда приехал с такой формировкой для укрепления кадров. Понятно. Потому что тут привязали такое. Нашли, и что-то человек 12, что ли, необоснованно арестованных. Ну, начали, значит, вот, глубокую проверку работы этих местных прокуроров из местных национальностей. Ну, и нашли там кучу таких дел, которые были, ну, если так говорить, не сфальсифицировано, а сфабриковано. Вы в 60-м году сюда приехали? В 60-м. В каком месяце? Я приехал после отпуска, что-то было, наверное, сентябрь или август. 60-го года. Где-то примерно через год после завершения Дятловской истории, правильно? Да, прямо так. Ага. В течение этого года, пока вы еще оставались в Екатеринбурге, в Свердловске тогда, это дело как-то еще имело какие-то резонансы, обсуждалось, или оно быстро было похоронено? Нет, не обсуждалось уже. Уже не обсуждалось. И родственники не обращались, ничего? Ну это было, это потом было, может быть, не один год еще. Я помню, что очень трудно было убедить родственников, что это вот так было, а не иначе. Они были уверены, что тут что-то нечисто. Вот так. Они прямо говорили, что их наше объяснение не устраивало. Были же, они же писали жалобы какие-то, да? Да. Ну, и получали ответы как по трафарету, так как было сверху спущено. Скажите, вот прошло столько лет уже, с 59-го года, вот сейчас до сих пор как бы однозначного ответа нет. Для вас понятно, вы понимаете, от чего все-таки они погибли? Ну, я могу только догадки свои, Да. сказать, или свою версию. В связи с чем, как только мы, я в частности, запросили сведения о возможных или каких-то военных разработках, или, значит, вот, в общем, секретных каких-то вот мероприятиях, связанных с обороной страны или с разработкой новых видов оружия, у нас сразу дело отобрали. А нам сказали, что вот так, объясните, что приезжал человек специально. И как вы думаете, это дело, в котором точно есть информация о гибели, где-то хранится еще? Думаю, что да. Потому что по закону и по деятельности уважающегося следователя он никогда не закончит, значит, работу над проверкой той или иной версии, если она
или не подтверждается, или есть сомнения, или значит, неопределенность какая-то. Версия тогда прекращается, когда она или подтвердится, или, значит, вот, отвергается. Это так, задача следователя, и он, конечно, не прекратит работу, пока не выяснит, хотя бы для себя, чтобы была ясность. Поэтому он называется следователь. А другое дело, какое начальство решение принимает по этому делу. Вот мы с этим Миссионовым придумывали основания для прекращения дела. И так, и это, ну, неубедительно. Мы-то знали о том, о чем речь идет, и поэтому приходилось очень трудно сочинять постановление о прекращении дела. Понятно. Причем, вы знаете, как это бывает, когда работаешь, и вдруг, значит, приходишь к выводу по подсказке о том, что это было далеко не так. А тебе известно о том, что было вот так. Это очень, не знаю, по другим профессиям, как для следователя это очень трудно принимать решения, которые они выходят за пределы, допустим, твоего убеждения или фактов и так далее. Вам было тогда стыдно? Слишком бедно говорить, стыдно. А как это чувство можно назвать, которое вы испытывали? Внутренний протест. И у Иванова тоже? То мы вместе с ним работали. Конечно. И еще возмущались. Вместе мы искали формулировку, чтобы она звучала убедительно более-менее. И в то же время, значит, был какой-то скрытый подтекст. Потому что мы-то знали, как это было на самом деле. И все-таки, как вы думаете, ну что там произошло? Испытание, оружие, ракета, что? Какие-нибудь, может быть, отголоски были, доносились до вас, нет? Видите, надо оказаться в том положении, кому были. Та обстановка, которая была создалась вокруг этого дела, когда, допустим, вызвали начальника отдела и криминалиста, я был в командировке, и вызвали его в обком партии, и дали, значит, вот, какое-то указание определенное. Вы знаете, как трудно по некоторым делам было согласиться с теми установками, которые получал из обкома партии, которые явно не согласовались с фактической стороной дела, но приходилось выполнять. Понятно. Иначе надо уходить с работы, или уйдут тебя с работы с выговором, ну и со всеми партийными последствиями. Понятно. Скажите, пожалуйста, все-таки, вот последний, может быть, вопрос по существу. Если там действительно было какое-то военное происшествие, да, связано, допустим, с оборонной деятельностью, почему Иванов и люди, которые работали на месте, не обнаружили никаких следов этого происшествия? Были следы происшествия? Не знаю, осколки, следы химических каких-то, не знаю, воздействий, что-нибудь такое вот, материальное? Вот поэтому и у нас дело отобрали. Потому что мы запрос направили в Москву через генерального прокурора. Выяснить, не было ли в эти дни, допустим, в эти часы, вот связанные с вопросами обороны или других там научных оборонного характера, допустим, работах. У нас отобрали дело и все. И сказали, что никаких разговоров на эту тему. Евгений Федорович, а вы знали такого следователя Каратаева?
Да. Знаете, а что это был за следователь? Можете рассказать мне? Ну, обычный следователь районной прокуратуры. А он имел отношение к этому делу? С него началось. С него все началось? Да. А он выезжал на Я место помню, или что как? он доложил, во-первых, по телефону об этом происшествии. Ну и по его звонку, собственно, был первый выезд. Он первый сигнал дал. Евгений Федорович, про Каратаева еще немножко спрошу вас. А чем занимался Каратаев в этом деле? Вот он что делал, кроме того, что первый звонок был от него? Он был, если память не изменяет, следователем районной прокуратуры. Так. И вот он что делал? Он на место происшествия выезжал? Вот это я не помню, знаете, да, не могу ничего? сказать. Не помню просто. Вообще по положению следователь районной прокуратуры должен выезжать на каждое место происшествия. Поэтому руководство этим положением не исключено, что если не он, в общем, организация была обычно работа следует таким образом. Допустим, рабочий день кончился, все уходят, но кто-то из них обязан по телефону хотя бы знать о всех событиях. Поэтому иногда бывает так, что позвонят ему, что надо выехать, и он выезжал на место. Он должен был составлять протоколы осмотра места происшествия? Ну, это зависит от того, что за происшествие, или от условий зависит. Вот мы говорим о конкретной нашей трагедии, о гибели туристов. Да, вообще должен, конечно. Должен, да? Просто в уголовном деле вообще нет его фамилии, очень странно. А зачем выезжать ему, если он не просто как турист? Он должен обязательно следы оставлять. Или протокол происшествия, или хотя бы просто как рапорт о результатах выезда на месте. Вот в уголовном деле нет ни одного следа Каратаева. Ни одного. Это говорит о том, что убрали эти документы, могли почистить или нет? Могли быть изъяты. Изъяты могли быть. Изъяты могли документы быть. И если следов никаких не осталось, то это рука КГБ, наверное, сработала. Он потом позже, Каратаев, он умер в 2012 году, а где-то в 2009 году он рассказывал журналистам о том, что его отстранили от дела, забрали дело у него. Был такой момент? Не помните? Это какое дело? Вот это дело по гибели туристов. Он говорил, что у него это дело забрали. Он журналистам это рассказывал. Он говорит. Да. Забрали мы. Забрали вы. По команде прокуратуры генеральной. Вот и все. Дело в том, что когда начали отрабатывать версии, одна из версий была связана, не было ли там в это время каких-нибудь военных исследований, да. И так далее. И я подписал, помню, запрос прокуратуру Союза, чтобы они выяснили в Совете Министров или еще где-то, не было ли там такой работы проведено. И после этого у нас собрали дело и все. Это да, это у вас забрали дело. А вот у Каратаева почему могли забрать дело? Он говорит, я был первым следователем, а потом дело передали Иванову. Ну, Иванову, потому что дело в том, что там организованная работа так. Что такое прокурор-криминалист? Если большая сложность вызывает и в познаниях, и в профессиональной подготовке, или какой-то специальный вопрос, допустим, относящийся к деятельности криминалиста, ну, работа со следами, с отпечатками пальцев и так далее, вот чисто такое, техническая работа. Криминалист обычно собирает дело
ведет и заканчивает, или следователь, передает следователь по особо важным делам. У нас было 5 следователей, которые потом заканчивают работу. Но в данном случае занимался только Иванов потом, до самого конца, да? Только Иванов, как прокурор-криминалист. Может быть, такое было указание или прокурора области. Во всяком случае, вся деятельность зависит от того, как руководство прикажет. Евгений Федорович, вам кажется, все-таки там были испытания какие-то? Были там или испытания, или там что-то. Но мне ясно, что что-то связано с обороной. Или там исследовательские работы, или, значит, уже стадия испытания была, или до этого какая-то была. Но, во всяком случае, для меня, например, ну и потом, когда возник вопрос об этой версии, дело сразу исчезло. Команда последовала передать дело. Как вам кажется, почему до сих пор это дело гостайна? Я могу только догадываться, что дело-то вот в чем. Тут чисто, может, дипломатия сыграла роль. Мне, например, известно, что примерно за месяц или за полтора было соглашение между дипломатическими миссиями или же на уровне неизвестно. Но, во всяком случае, мы получили такую команду, чтобы вот так передать дело и прекратить всякую деятельность, связанную с этим делом. Я как-то вам звонила, спрашивала, кто такой Пожарский был в 59 году. Вы не вспомнили? Пожарский? Да. Я не помню. Не помните. Начальник радиоразведки ГРУ. Не было такого Пожарского? Не помните, не встречаете? Я с ним не связан, поэтому не только не помню, а может быть я просто меня, может, вопрос не интересовал. Ясно. Спасибо вам большое.